День 1688. Алекс на связи. В умном доме постоянно возникает компромисс между тем, чтобы пойти и купить новое какое-нибудь устройство современное с кучей функций, или просто с помощью разных алгоритмов придумать какой-то вариант обработки разных сценариев, событий в умном доме. Конечно, некоторые вещи нельзя заменить просто сценарием. Например, если это хочется автоматизировать открытие штор автоматически, то без самого привода открытия очень сложно будет что-то автоматизировать и написать сценарий. Но если это какой-то другой какой-нибудь датчик или какое-нибудь устройство, то, конечно, можно будет попробовать с помощью алгоритмов, с помощью программы сделать какой-то способ работы этого устройства более интеллектуальный. Например, есть хороший датчик присутствия, он может сам определять положение людей в комнате. Например, датчик Акара, он еще более хитрый, он позволяет определить несколько людей. Сейчас новая версия уже в комнате определяет, кто движется, кто не движется. Ну и также определяет, где находится конкретный человек. Понятно, что можно купить такой датчик, и он решит многие проблемы. У него тоже есть свои ограничения. Можно просто взять датчик движения, его поставить тоже в этой комнате, и он тоже будет определять какое-то, что человек вошел в комнату, и дальше, если он не вышел из комнаты, то можно считать, что он присутствует в комнате. Может датчик открытия поставить на дверь, например, и также определять, что если дверь открыли и закрыли, например, то в этот момент, мы считаем, что в комнате человек есть, и никакой датчик присутствия отдельно уже не нужен. То есть, и также, допустим, датчик присутствия, он, допустим, от Акара, он имеет ограничения, определенные настройки, это время срабатывания, то есть, как быстро он определяет движение. И также есть и время ожидания, что если движения не было, то через 15 секунд он отключается. Иногда 15 секунд мало, и приходится все равно придумать алгоритм дополнительный, который позволит, например, отключать не через 15 секунд, а уже через минуту, например. То есть, конечно, иногда 15 секунд не хватает, сходил в другую комнату, вернулся, а свет выключился. То есть, это, конечно, неудобно. Поэтому можно пойти найти какой-нибудь датчик, более современный, купить новую версию этого датчика, допустим, Акара, FP2, и в нем уже посмотреть, есть ли какие-то настройки дополнительные, можно ли указать время. Например, есть датчик Туя, у него другие функции, другие плюсы, но у него можно прямо в настройках указать, сколько времени ожидать срабатывания. То есть, он может и 5 минут можно установить, и тогда он в течение 5 минут не будет отключать. Все равно будет показывать, что человек присутствует. То есть, это, конечно, такой выход, наверное, всегда есть, но можно просто взять программки, написать сценарии, например, в Home Assistant, что если движение прекратилось меньше 3 минут назад, то свет не выключать. Если больше, то тогда только в этом случае свет выключается. Если движение какое-то снова повторилось, то надо в сценарии, не так просто иногда сделать. Нужно, по сути, сценарий перезапускать или старый отменить и новый запустить. И тогда это событие заново считать, например. Бывает так делают просто, что 3 минуты прошло, он выключается, и потом снова включается или еще как-то. То есть это не очень удобно, надо, конечно, придумать алгоритмы. Иногда это сама система умного дома не позволяет полноценно описать такие сценарии. И даже также с датчиком движения бывает ситуация, что, например, я использую датчики от Xiaomi, такие же есть датчики Акара. У них есть одно ограничение фактически, что они показывают только раз в минуту. То есть движение, если обнаружено, показывается сразу, но если движение прекратилось, то через минуту приходит сигнал. Иногда этого недостаточно, например, потому что этот датчик движения, он все-таки
реагировать на движение, а не двигаться минуту, в принципе, довольно легко. Иногда делают там задержку 10 минут для того, чтобы точно гарантировать, что за это время уж все равно кто-нибудь там пошевелится, рукой помашет и датчик заново перезапустит там свой таймер внутренний. И в системе умного дома можно тоже настроить правило, что если датчик сработал, там, допустим, отправил сигнал, но при этом свет не выключать, ждать еще, допустим, 5 минут и только после этого выключить. Например, даже и там в системе Яндекса в приложении тоже можно в этом датчике указать такое свойство для запуска сценария там, на выключение. То есть такие варианты тоже есть программные, и не обязательно там идти и покупать новый датчик. Например, у меня было ограничение другое, что датчик у меня движение показывает только раз в минуту, а если движение прекратилось, он может перестать показывать, и, например, там случайно выключился свет, я там пошевелился в этот момент, а он все еще не среагировал, потому что у него еще не закончился предыдущий внутренний цикл. И из-за этого не очень удобно, там нужно либо очень долго махать руками или двигаться, либо просто подождать, пока он там сообразит, что все-таки движение есть и нужно заново там включить свет. Поэтому я сделал свой собственный датчик там, на базе Arduino, которым позволяет просто там, у него время ожидания 1 секунда, и я просто его опрашиваю периодически. Если там свет выключился, а движение обнаружено, то в этот момент он сразу отправляет и не ждет никакой минуты, отправляет сигнал в систему умного дома, и я понимаю, что нужно сразу свет включить, и система включает свет. То есть это гораздо удобнее, и иногда, может быть, не стоит там покупать какое-то очень дорогое устройство, а можно, например, сделать и самодельное устройство, и запрограммировать в нем все нужные функции самому, потому что можно постоянно тогда менять устройство, когда покупаешь новое устройство, в нем новые проблемы, там что-то перестало поддерживаться или поддерживаться по-другому, а что-то стало лучше, что-то хуже, и, конечно, так можно бесконечно бегать, искать там лучшие решения, вместо того, чтобы просто взять какие-то базовые компоненты, сами железки. Например, сейчас датчик присутствия продается отдельно как устройство для самодельных девайсов, но в нем можно будет там любые правила настроить, какие хочешь. И, например, если там датчик TUI, он там отправляет постоянно сигнал в систему умного дома там, о расстоянии, и никакой предобработки у него там информации нет, например, а в датчике Акара, наоборот, ничего не отправляет, и все сделано как предобработанный сигнал, и уже конкретно отправляет, там, что человек есть или нет, или куда он там переместился в комнате, то, конечно, в своем устройстве можно запрограммировать абсолютно любую логику, то есть за те же устройства, за те же деньги, сколько это устройство стоит, на тех же железках фактически можно сделать гораздо более хитрую логику там, и более удобные и полезные алгоритмы. Также, например, есть еще датчик, который счетчик электроэнергии, допустим, он там не инвазивный, это просто на провод одевается и там по протоколу ZigBee передает в систему умного дома информацию о текущем потреблении. Но сам датчик, он там отправляет обычно раз в 10 секунд, и этого иногда может быть не очень удобно, недостаточно для того, чтобы там оперативно какие-то сценарии запускать. И поэтому можно, конечно, там еще поискать какие-то, попробовать разные другие датчики от других производителей. Может быть, в них есть какие-то там дополнительные настройки. Но можно просто купить там плату ESP или Arduino, подключить к ней этот датчик неинвазивный, по сути, это катушка, на которой на провод устанавливается напрямую, и просто там написать программку, которая позволит обрабатывать так, как надо. То есть, если нужно там опрашивать часто, то есть, в принципе, там можно хоть каждую секунду, у меня сейчас так сделано, опрашивается, и там еще и усредняется, поскольку там много
при частоте 50 Гц очень много можно измерений сделать, и скорость самих этих микроконтроллеров она достаточно быстрая, то есть они вполне успевают там 1000 раз опросить этот порт и там, снять с него информацию, то там можно каждую секунду отправить в систему умного дома. Но я сделал по-другому. Мне не надо просто, чтобы отправлялась постоянная информация, в этом нет никакого смысла. У меня отправляется информация либо раз в минуту, либо отправляется при существенном изменении. Я сам указал порог нужный мне, и понятно, что я не нуждаюсь уже там в какой-то новой железке, пойти ее покупать, искать, их там экспериментировать с ней. Я просто сделал свою собственную, в которой нужные алгоритмы для работы у меня уже сразу заложены. Или есть, допустим, термостаты, которые там управляют теплым полом, например. Но тоже там можно фактически искать хороший, дорогой, там, за много денег, который будет там позволять, допустим, измерять температуру в комнате или там как-то определенные там таймеры можно устанавливать на нем удаленно там, через систему умного дома. А можно просто использовать там, существующие датчики, например, есть датчик температуры, есть какой-нибудь дешевый реле за 300 рублей. Это все объединить с помощью программы, там, написать скриптик, что если там температура такая, то включаться, если такая, то выключаться. Также можно там указать любые правила, там, по таймеру запускать. Например, у меня сделано так, что там при работе по таймеру он просто 2 минуты в включенном состоянии, потом 28 минут в выключенном состоянии. И, в принципе, такой режим работы меня вполне устраивает. Также, если наступило лето, я могу сделать так, чтобы оно отключалось, не включалось. Если мы куда-то ушли, то не надо там в этом устройстве предусматривать какой-то функционал или искать устройство, которое умеет определять, есть кто в доме или нет. А можно просто будет с помощью там программы сделать так, что он просто будет... этот сценарий будет отключаться и не будет запускаться. То есть это гораздо проще и гораздо более гибко, чем просто все время искать новые устройства с нужными функциями в умном доме.